Я був у Москві на співбесідах у Суркова, у Жириновського, у Челенгарова. Донатьте кожен день. Я вам делаю сразу анонс. Завтра выйдет по-настоящему мощное видео против Ермака. Здравствуйте. Сегодня речь пойдет опять про агента 007 нашего времени, так называемого адвоката Сергея Крижанівського. Вообще-то это видео планировалось на 1 апреля, но у меня не получилось. От этого оно не станет менее актуальным или менее ценным. Моя задача сделать так, чтобы наивные люди не потеряли свои деньги и хоть потихоньку начинали включать голову. А вообще-то правильно было бы начать это видео так. Я вас вітаю, шановні добродії. Сразу хочу сказать для тех, кто на моем канале первый раз. Уже было видео про Крижанівського, почти 100 тысяч просмотров. Кто не видел, ссылка сейчас появится вот здесь. Переходите, смотрите, но только после этого видео. А сейчас мы пойдем по порядку, и это будет смешно. Во всяком случае, мне было смешно. Ну, для начала пан Сергій признався, що його пустили по кругу. Телефоную на гарячу лінію, тобто він ввів мене в оману, пустив по кругу. Дальше он показывает, как он упорно пытается там что-то доказать горячей линии СБУ и признается, что у него есть позывной «Спартак», а я рассказывал, что он работал на КГБ, судя по всему. И он называет себя позывной «Спартак», то есть Крижанівський реально бывший агент КГБ. Так получается. Гебня. Самая натуральная гебня. А вы этой гебне скидываете деньги. Кайфуете от одной гебни в Америке здесь, это я про швеца. И вот сейчас второй где-то с нафталина где-то достали, откопали его, отмыли и вам в экран посадили. А скорее всего чувак просто захотел напоследок бабла снять с вас. С наивных. Ну а теперь можно перейти к самому главному. Посмотрите, пожалуйста. В своїй заяві повідомлення я вказую про те, що мене вербував Неруш Олександр Вікторович. Він мені повідомив про те, що вербовці піддавався Хорошковський, Третьяков, Єрмак Андрій і інші особи. Я був у Москві на співбесідах у Суркова, у Жириновського, у Челенгарова. Я працював як кріт в ФСБ, тому що в свій час я проводив діяльність щодо вивчення злочинної діяльності цієї структури по відношенню до України. Я вивчав багато років насаджування і дивився, як це робиться, і хто був призначений на посади перші, на посади керівників управлінь. І багато років я займався дослідженням. Создается такое впечатление, что драйвером в этой истории, центром мегаломании, были вы. Неверно. Я профессиональный охранник и международный эксперт по терроризму. Я работаю на разведке многих стран мира. Но, Шон, это не так. Вот и так. Шон, мы проверили, и все это ложь. Нет, не ложь. И все же ложь. Нет, не ложь. Меня, как эксперта в террористических трендах, даже цитировали. Где же? Кажется, в журнале о путешествиях года 2, как во время войны. Здесь Крижанівський признается, что его вербовало КГБ, в том числе Сурков и Жириновский. Довольно-таки подробно. Кстати, вот ролик вроде как шуточный, видео шуточное, но я хочу сказать, что про Хорошковского и про второго этого перца у меня тоже есть такая информация, что они работали с ФСБ и с КГБ. Ну а про себя видите, как он рассказал. И там я рассказывал в предыдущем видео, что 8 лет пропало из его биографии, а пока самое главное, это вы должны понять его стиль. Каждую неделю будет новое мифическое заявление в СБУ и куда-то там еще в другие органы. Ни одно и никуда заявление пока не принято, но в комментариях его уже называют Сергій Донатич. Донатьте кожен день. То есть донаты, и только одни донаты давайте, а дальше мы будем вам... Что только мы вам, вернее, не будем делать, только дайте нам донаты. А вообще-то послушайте сами. Ви наші партнери.
І зрозуміло, що разом дійсно ми зможемо виявити, ми зможемо побороти цю корупцію. Для того, щоб працювала наша вся система, нам необхідно, дивіться, цифра я називаю, близько 5 мільйонів доларів. 5 миллионов! 5 миллионов долларов! 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 5 миллионов! Це близько 200 мільйонів гривень. До нас зараз поступає в день приблизно 5 тисяч гривень. І зрозуміло, що ми не чекаємо, поки отримаємо фінансування. Ми розпочали роботу, ми працюємо за рахунок свій, за рахунок наших партнерів, адвокатів, журналістів. Але ви ж розумієте, що ми не зможемо розгалужену мережу запустити в повному обсязі без вашої допомоги. Тому донатьте кожен день. Донатьте кожен день. Хочу вам сказать, как это вообще-то в реальности работает. В реальности это работает так, что каждую неделю вам будут рассказывать новую байку. То он куда-то сбегал на конспиративную квартиру ровно на один день. Они сделали ролик. Это ж как надо вообще, за быдло считать вас. Потом, была фишка, что ему Ермак приказал труп под машину подбросить, чтобы его скомпрометировать. Таких сказок уже только не было. Самое главное, давайте донаты. И вот сейчас он признался, вы люди вдумайтесь, что ему эти лохи, я по-другому сказать не могу, сбрасывают 5000 гривен в день, а потом он тоже открыто признается, что ему нужно 5 миллионов долларов для его деятельности. Вы, пожалуйста, давайте себе вообще отчет в том, что происходит, потому что шутки шутками, а начинаются вполне реальные вещи. То есть болваны реально сбрасывают ему в такое тяжелое время деньги. Ни за что. За сказки. Он имитирует бурную деятельность, и я хочу вам дать, люди, рецепт, потому что мне обидно просто, когда такое происходит. Я хочу вам дать один рецепт, который для вас станет как бы аксиомой. Я надеюсь, что он станет, когда вы видите кого-то в YouTube. Когда человек заявляет, что он будет бороться с коррупцией, и что он организовывает любые антикоррупционные органы, и все в таком духе, вы должны сразу знать, что это проходимец, и он вас обманывает. И вот почему. Потому что коррупция есть следствие. На своем последнем стриме я приводил вам пример таможни. Вот сейчас говорят, что на таможне не могут найти руководителя, потому что, понятно, сейчас под увеличительным стеклом рассматриваться будет каждый. И, конечно, любого начальника таможни за все время независимости Украины можно посадить. Так вот в чем суть. Не может бизнес никакой платить 40% налогов, пошлин всего совокупно. Конечно же, образовывается фирма решала. Как правило, такая-то брокерская компания, которую держит сам какой-то крупный таможенник, и они вам растамаживают за 15-20%. Половина этой суммы идет официально в бюджет, половина этой суммы оседает в карманах таких вот делков. А что такое поменять систему в данном случае, в данном контексте и в данном конкретном примере? Это сделать, например, 7 или 10% один универсальный тариф, который это все налоги и пошлины в одном, 7 или 10%. Сделали. Я говорил, по примеру Новой почты. Заказал ты 20 пар обуви или 100 пар обуви, коммерческая партия. Вот моя посылка. Дайте мне, вот мой инвойс, стоимость $1000 этой партии. Там 7%, $70 пошел, заплатил. Или лучше всего карточкой, или в ДИИ ваше любимое заплатил. И нет коррупции. И проверять будут только на наличие наркотиков, там всяких других оружия нелегального, запрещенных товаров. И не надо никакого решалова, и все деньги в бюджет, и все платят налоги, и товар не задерживается, и все летает, и экономика растет. Вот так меняется система. Что будут делать такие, как Крижанівський, и ваши любимые герои, такие как Дубинский, Принский и прочая шваль, это вся? Они будут вам рассказывать, что Петренко плохой начальник таможни, а Сидоренко хороший, надо их обязательно поменять. И желательно так, вот у нас в стране 30 лет, там больше, и за 32 года сколько сменилось начальников таможни? Наверное, больше 100 или сколько? Или 100? И еще 100 надо поменять фамилии, чтобы вы поняли, что коррупция не есть причиной, а есть следствием гнилой, порочной системы государства, которая у нас в стране. Вот видите,
Вроде юмористическое видео планировалось, а от серьезных тем никуда не уйдем. Потому что на примере таких вот дуриков я хочу вам показать, как вас дурят, и хочу, чтобы вы становились умнее люди. Я не хочу сейчас казаться высокомерным, я уверен, что многие из вас это понимают, особенно моя аудитория. Но может кто-то первый раз на канале, или кто-то не знает подробностей, или кто-то не знает, как это работает, но хочет разобраться. Вот так это и работает. А тот, кто вам хочет бороться с фамилиями, или как Миша Ткач каждую неделю или Бигу снимать вам новое видео, для них это их хлеб, это их работа. Это все грантоеды, это все сливные бачки. Им надо, чтобы менялись фамилии, иначе они останутся без работы. Потому что если поменять систему, то, собственно, разоблачать некого будет. Все будет работать, страна будет расти. И не вопрос территории будет сколько у нас, а вопрос мозгов. Что ставится во главе угла и какая идеология, но я-то уже ухожу сейчас в сторону. Возвращаясь к пану Крижанівському и про эти 5 миллионов долларов, вы, конечно, можете ему дальше сбрасывать. Донатьте кожен день. Ну хотя бы перед этим зайдите, пожалуйста, на его канал, а вы точно зайдете, я, видите, даже рекламу каким-то образом, получается, ему создаю. И пойдите от видео к видео и посмотрите, как вас дурят. Ну, просто как вас дурят. Вам обещают каждую неделю. Еще раз говорю, он с первых дней рассказывал, что вот-вот со дня на день Ермак будет арестован, потом с недели на неделю, потом ничего не получается, потом в комментариях люди поддавливают, так это, а аппетиты растут. Он уже второй канал открыл, уже антикоррупционную платформу Крижанівського делает. Посмотрел, где бабки идут, где могут какие-то фонды, он думает, что его фонды будут какие-то поддерживать, типа Сороса, финансировать, а он будет бороться с коррупцией, вам Петренко на Сидоренко менять, но про суть не рассказывать. Знаете почему? Потому что никогда он в жизни ничего не делал, ни в чем он не разбирается. А на моем канале, я хочу нескромно заметить, вы сможете разобраться и понять, что к чему. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, и я вам делаю сразу анонс. Завтра выйдет по-настоящему мощное видео против Ермака. А это мой личный враг. И я думаю, каждого из вас, но не все из вас еще это понимают. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Пока.